Всем привет! Рада вас видеть на канале Колыбель искусства. Меня зовут Мирослава. Я буду записывать, снимать для вас интересные видеоуроки по декупажу и не только. Сегодняшний видеоурок у нас ассоциируется или совпал с прекрасными новогодними праздниками. Новогодние праздники и сам непосредственно Новый год у многих ассоциируется с великолепным напитком, шампанским. Я вам предлагаю вместе со мной красиво украсить, задекорировать бутылочку этого великолепного напитка. Я предварительно уже украсила свою бутылочку шампанского, задекорировала ее в технике декупаж. И сегодня на видеоуроке я вам покажу, как я это делала, чтобы вы могли сами с легкостью с этим справиться. Итак, приступим. Сегодня для работы нам понадобится непосредственно бутылочка шампанского, грунт универсальный, краски акриловые на водной основе, клей для декупажа, декупажная карта, лак глянцевый на водной основе, значит, клей-лак виниловый, жидкая поталь, вата поталь, мягкий универсальный воск белый, губка для мытья посуды, синтетические кисти. Ну вот, собственно, и все. Значит, бутылочку я уже подготовила. Я сняла с нее все этикетки с помощью водички. Вы ее должны замочить и аккуратненько с помощью губки или ёршика снять эти этикеточки. После чего стекло обязательно необходимо обезжирить. Обезжирить вы можете любым спиртосодержащей жидкостью или ацетоносодержащей жидкостью. Что у вас есть дома, тем, пожалуйста. Я обезжиривала просто спиртом. После того, как мы обезжирили бутылку, мы должны обязательно ее загрунтовать. Это делается для наилучшего сцепления краски с поверхностью. Краска ложится ровно, укрывисто, и это выступает гарантом того, что ваша работа останется качественной, будет качественной, ничего у вас не сползет, не поплывет и будет выглядеть так, как полагается. Так, для этого мы используем универсальный грунт. Вот я его немного достану. И с помощью губки, я ее разрезала, размер может быть любой, какой вам будет более удобен. Губкой, с моей точки зрения, грунтовать удобнее всего. И приступаем снизу вверх, вот аккуратно наносим грунт. Наносят по-разному. Можно такими тампонирующими, да, моментами наносить, но тогда у вас будет поверхность немножечко рыхлая. В моем случае это не надо, поэтому я стараюсь сразу выровнять, да, аккуратно. Более ровную сделать поверхность с самого начала. И вот таким образом покрываем всю нашу поверхность. После нанесения грунта получилась вот такая красивая беленькая бутылочка. Я ее просушила с помощью фена. Наносила я грунт, забыла сказать, 2 раза. Второй раз совсем легонько, где-то на те места, которые мне не нравились, они были не так хорошо покрыты с первого раза. Между этапами надо сушить обязательно хорошо от получаса до 2 часов. Все зависит от температуры вашего помещения. После того, как вы закончили наносить все этапы, не более 2 их должно быть, их и не надо больше наносить,
После того, как нанесли грунт, лучше оставить, если есть такая возможность, оставьте ее на ночь. Пусть она у вас хорошо в естественных условиях просохнет, грунт хорошо схватится. И тогда можно совершенно спокойно работать, не волноваться, что где-то что-то отслоится, уйдет. Всегда лучше сушить поверхность в естественных условиях. А это занимает около 2-3 часов в идеале. После того, как грунт высох, он идеально лег на бутылочку, да, уже нигде нет никаких влажных моментов у нас, можно пройтись по поверхности вот такой мелкозернистой наждачной губкой. Для чего это сделать? Иногда бывают какие-то, где-то вкрапления не совсем вам нравятся, где-то шероховатости вы чувствуете, которые вы не хотите видеть, и вам надо, чтобы краска легла идеально ровно. Тогда можно всегда воспользоваться вот такой губкой. Совсем легонечко, поглаживающими движениями вы проходитесь по поверхности. Легонько, давить не надо. Все, на этом этапе наша бутылочка идеально ровная, гладенькая, и совершенно спокойно можно приступать к приклеиванию понравившегося вам мотива. Следующим этапом мы будем приклеивать понравившуюся картинку к поверхности бутылки. Для картинки я использую декупажную карту. Декупажная карта очень хорошего качества. Она очень тонкая, напоминает даже чем-то салфетку. Конечно, она плотнее салфетки, но намного тоньше обычной декупажной карты. Ее не надо истончать каким-либо образом, просто вырезать понравившийся мотив, смочить водичкой и приклеить к поверхности. Очень тоненько ложится, аккуратно, и очень приятно с ней работать. Работаем мы с этими картами уже очень много лет. Никогда у покупателей не было никаких вопросов по поводу качества. Краски остаются яркими, никуда они не ползут, не испаряются. Карты не расползаются в работе. Поэтому рекомендую, пожалуйста, выбирайте те мотивы, которые вам понравятся, работайте с удовольствием. Итак, приступим. Я выбрала вот для работы своей вот такую декупажную карту. Она состоит из 4 картинок. Выбрала, сегодня мы будем работать с этой картинкой, я ее уже вырезала предварительно. И теперь выберу сторону, куда бы я хотела ее приклеить. Наверное, сюда, да. Более мне нравится эта сторона. Вот так вот даже. Вот она хорошо ложится. Не надо использовать файлик, несмотря на то, что карта тоненькая, она в работе не расползается, не прорывается. Ну, очень сложно, во всяком случае, это сделать, надо постараться. Поэтому совершенно спокойно, без файла, можно ее наклеить на поверхность. Для начала мы ее должны немножечко увлажнить. Прошу прощения, для начала мы покроем клеем поверхность. Декупажный клей мы для этого используем. Кисточка отдельная для клея. Никогда не используйте кисточку для клея, потом для лака, для краски. Как бы вы ее не отмывали, что бы вы с ней ни делали, она все равно будет вам оставлять эти белесые полоски, которые будут портить вашу работу. Поэтому прям отдельную заведите себе кисточку для клея. И вот так хорошенько поверхность, которая не надо наносить его слишком много, он не должен у вас нигде потом выползать, вылезать. Аккуратно покрываем
именно тот участок, где мы будем непосредственно клеить нашу карту. Вот выровняли аккуратненько, все. И кисточку замочили. Да, замочили. Берем воду и вот хорошенечко увлажнили. Не бойтесь, прям хорошенечко увлажнили. И бумажным полотенцем, с помощью бумажного полотенца немного снять лишнюю влагу. Все. И теперь прикладываем поверхности аккуратненько. Где-то пальчиками можем помочь себе. Выравниваем. Выравниваем. Теперь снова возвращаемся к нашей кисточке, убираем лишнюю жидкость. И сверху немного клея. И пройдемся от середины к краям, как бы выгоняя воздух. Вот здесь поменьше клея, здесь еще пройтись. И вот таким образом бояться не надо. Аккуратненько убираем весь воздух. Ну вот, собственно, получилась вот такая приклеенная картинка. Как видите, ничего она не боится, никуда она не ушла, цвет никуда не ушел, все осталось на месте и выглядит, по-моему, очень даже замечательно. Итак, картинку мы приклеили, мы ее высушили, опять-таки в нормальных условиях она должна сохнуть около часа. Этого достаточно. Я сушила с помощью фена. И вот после высыхания я заметила, что остались такие небольшие заломы. Да, когда бутылка шла на сужение, немножечко здесь вот получились такие, я не знаю, видно вам или нет, немножко такие заломы. Чтобы их убрать, и это не портило внешний вид вашей работы, мы опять-таки используем наждачную бумагу на тканевой основе, любую, желательно не грубую, самую тоненькую, максимально тоненькую, которая у вас есть под руками. И прям легонечко пройдемся по этим заломчикам. Не надо сильно давить, чтобы не испортить. Просто чуть-чуть вот эту двойную бумагу, этот залом, да, мы немножечко исправим. Так сказать, выровняем. Уберем этот залом. Так, ну вот и все. Так мне нравится намного больше. Теперь все практически идеально. Так, чтобы нам приступить к дальнейшему этапу, обязательно картинку всегда закрывайте хотя бы одним слоем глянцевого лака. Так, берем лак, кисточку для лака отдельную, всегда кисточка для лака отдельная, запоминайте. И покрываем аккуратно
Слишком много не надо. Аккуратненько, аккуратно. Хорошенечко покроем лаком. Сушим. После того, как картинка с лаком просохли, мы будем покрывать краской всю нашу бутылочку. Но если вы не уверены, что вы можете нанести ровным слоем краску, чтобы не залезть на картинку, не испортить внешний вид, я предлагаю вам воспользоваться вот такой малярной лентой. Просто заклеить края картинки, и тогда вы спокойно работаете, не волнуетесь, что у вас что-то затечет, испортит или будут неровные края. Так, берем и просто заклеиваем края. Так, ну вот мы заклеили нашу картинку, теперь мы совершенно спокойно будем приступать к нанесению краски и не волноваться о том, что мы можем испортить наш красивый мотив. Краску я буду наносить в два этапа. Первый слой это будет темная коричневая краска, а второй слой будет красная краска. Такая у меня задумка, так я хотела покрыть, мне необходимо было, да, немножко состарить эту поверхность, поэтому в два этапа я наношу краску. Вы, конечно, можете покрыть и в один слой, если вы не хотите вот состаренного эффекта. Я покажу, как делала я. Так, берем коричневую краску, выдавливаем. Краска на водной основе, акрил на водной основе. Немножко добавить, развести водичкой. Всегда старайтесь краску разводить, вам не нужна она очень густая. Так и удобнее работать будет. Вот, немножечко размешиваем. Берем кисточку синтетическую, плоскую, ту, которая вам удобнее всего работать. Вот как удобно, подбирайте под себя. Размер я имею в виду, ширину. И приступим. Старайтесь краску наносить один раз, да, проходиться один раз, ну, два максимум. Далее образовывается на поверхности такая незаметная пленочка. Если вы будете много раз одно и то же место кисточкой проходить, будет подниматься слои и будет некрасиво, неаккуратно, это сложно потом исправить. Лучше, если вам не понравится, подсушить и пройтись еще раз те места, где вам не понравилось. Итак, приступим. Покрыли первым слоем бутылку, поверхность бутылки коричневой краской. Она уже у нас высохла. Такой красивый ровный слой получился. Следующий этап. Мы будем покрывать поверхность воском, мягким воском. Зачем это необходимо? Я хочу получить эффект винтажности состаренной бутылки. И для этого мне надо, чтобы краска, верхний слой краски лег неравномерно. Поэтому предварительно мы наносим
воск. Кисточкой вот аккуратно берем. И просто вот не обязательно прям равномерно покрыть всю поверхность, но пройтись кисточкой с воском по поверхности. Надо везде. Все, совсем немного, один раз, этого достаточно. Сушить не надо, вытирать ничего не надо, сразу же приступаем к нанесению второго слоя краски. Для этого мы берем красную. Так, берем кисточку для краски. Немножко ее смочить можно. Также добавляем водички. Наносим вторым слоем красную краску точно так же, как и коричневую. Можно еще немножко увлажнить, чтобы она не была такая густая. Ну вот, собственно, мы покрыли вторым слоем. Получилась такая неровная, после высыхания эффект будет более виден. Неровная покрытая поверхность, и таким образом создается эффект винтажности. Второй слой краски высох. Я сняла защитную малярную ленту с картинки. Получилось аккуратно, нигде краска не затекла на поверхность. Сейчас я пройдусь еще раз, чтобы увеличить вот эти потертости, такую слегка более выразительную винтажность придать поверхности. Пройдусь наждачной губкой. Так, все, достаточно. Теперь внешний вид меня вполне устраивает. И дальше все покрою глянцевым лаком. Кисточка для лака, не забывайте, у вас отдельная. Я ее увлажнила. Сейчас покрою лаком. Так, вся поверхность покрыта. Теперь мы должны ее высушить. Поверхность бутылки высохла. И теперь мы переходим к самому интересному, к украшению. Для этого нам понадобится поталь в начале, вата поталь и клей-лак.
Я беру веероподобную кисточку, мне так удобнее, вы пробуйте, экспериментируйте, может быть, вам будет удобнее другой кисточкой это делать. Так, откроем. И хаотично я буду наносить клей-лак. По желанию вы можете закрыть плотно, если вы хотите более насыщенный золотой. Можете тоже хаотично в некоторых местах покрыть золотой ватой. Это уже дело вкуса и дело желания. Здесь нет никаких правил. Почему веерная кисточка? Она дает возможность нанести не такой плотный слой клея, как обычная кисточка, и этой кисточкой еще удобно протянуть, как бы сделать движение вашего рисунка, скажем так. Так, приступим. Я еще раз повторюсь, покрываете по желанию. Вот где считаете нужным, как вы хотите видеть, да, так и покрываете клеем поверхность. Я стараюсь в уголочках это сделать, протянуть горлышко. Долго для именно ваты Патали долго ждать высыхания не стоит. Прям вот нанесли до минутки, и можно наносить вату. Она тогда хорошо ложится. Хорошо. Так, берем любую кисточку. И прям плотненько укладываем. Новый год. Всегда хочется видеть что-то блестящее, яркое. Ну, у меня, во всяком случае, такие ассоциации с новогодними праздниками, украшениями. Хочется, чтобы все блестело, сверкало, и настроение появляется соответствующее. Такое же яркое. Так. Хорошо покрыли. Покрываю там, где я нанесла клей. Будет блестеть все, сразу предупреждаю, поэтому если боитесь за свою поверхность, лучше чем-то прикрыть листом бумаги или дополнительной салфеткой. И теперь более мягкой кисточкой, вот такими движениями, как бы вбиваю эту вату в поверхность. Вот так, хорошенечко ее здесь растираем, где она рядом попала. И оставляйте, пусть она, скажем так, подружится с клеем, а мы дальше продолжаем. Не надо слишком много.
Видите, благодаря веерной кисточке клей ложится легко, как бы плавно. Наверное, достаточно, но сейчас посмотрим. Нанесем и посмотрим. Опять-таки повторюсь, делайте так, как вы чувствуете. Наносите совсем слегка. Я люблю золото, я люблю в новогоднем декоре много блеска, много сияния. Для меня это хорошо, я это люблю. Вы должны придерживаться, конечно же, своих взглядов и желаний и видений прекрасного. Поэтому, если считаете, что много, сделайте совсем деликатно, совсем где-то чуть-чуть, намекая на блеск. Я вам показываю, как можно сделать, а вы уже делаете свои выводы и ориентируйтесь на свой вкус, на свои желания. Вот так. Когда вата уже подружилась с клеем, произошло хорошее сцепление, можно затереть. Ну, собственно, достаточно. Так. Сейчас лишнее мы уберем. Так, с этой поверхности сложно. Похоже, будет у меня не только шампанское золотое, но и коврик для работы. Что тоже, собственно, неплохо добавляет настроение. Но это бесполезно, не будем тратить на это время. Этим я займусь позже. Так, возвращаемся. Еще раз пройдусь. Так, можно взять чистый листик прям. Или мягкую тряпочку. И вот, собственно, еще раз пройтись. Так. Все. Следующий момент. Я возьму трафарет. Он у меня на липкой поверхности, самоклеющийся, в виде новогоднего шарика. Выберу на задней стенке тот участок, который я хочу украсить дополнительно. Мне, в принципе, это очень удобные трафареты. Приклеиваете, уже никуда не сдвинется, спокойно работаете. Вот так. Следующий беру жидкую поталь. Взболтать ее надо хорошенько.
И теперь просто кисточкой, у меня в крышечке осталось после взбалтывания, ну, а далее кисточкой просто рисуем трафарету. Очистить кисточку после использования потали можно специальной жидкостью, она продается часто в тех же магазинах, где вы приобретаете жидкую поталь, поэтому не забудьте, приобретите, обязательно очищайте, ухаживайте за кисточкой. Теперь аккуратно так, немножко подняли вот, собственно, такой получился красивый рисунок. И дальше мы закроем это все совсем чуть-чуть лаком, по желанию. Если вы не хотите, можете не делать это. Я хочу все-таки немножко закрыть, и уберется и лишний блеск, и выровняется поверхность. Чуть-чуть сейчас подсохнет рисунок, я покрою еще раз лаком. Так, все, лак высох, и следующим моментом я буду приступать к украшению самой картинки. Вот я хочу выделить места, как здесь, украсить их глиттерами. Вы уже поняли, что я любитель блеска, поэтому для меня в новогоднем декоре его много не бывает. Но я украшаю еще дополнительно картинку. Как я это делаю, сейчас вам покажу. Если у вас нет, так как у меня сейчас под руками специальных гелей глиттерных, я беру лак обычный, которым покрываю. Прям немножко, чуть-чуть, совсем. Вот кисточка немножко в тарелочку в разных местах. Я буду использовать 3-4 оттенка, поэтому 3-4 такие капельки я себе делаю. Так. Есть. И теперь мне надо золотой, зеленый и красный основные. И теперь немножко вот на эту капельку. Здесь золотой. Зеленый. Зеленый. Красный. Ну и немножко серебра. Может быть, где-нибудь серебра немножко добавим. Я думаю, это будет достаточно. Мне нужна влажная салфеточка. Поближе бутылку с картинкой. И вот, ну с чего начну? Начну с елки. Зеленый с лаком хорошо смешиваю. И прям прохожусь по картинке, где я хочу украсить елочку. Все и покрывать не буду. Некоторые ветки, может быть, шарики. Просто выделить
Если вы хотите перейти к следующему, просто протрите влажной салфеткой. Переходим к красному. Ну вот. Такая новогодняя, красивая. Вся искрится, переливается. Мне нравится очень. И сейчас немного снега. Немного заснежить и придать еще более зимний вид. Так, для этого я возьму белую краску акриловую. Кисточку буду. Конечно же, белые блестки, чтобы наш снег искрился. И вот такую жесткую кисточку, прям с жесткой щетиной. Все это смешаю хорошо. Можно еще белого добавить. Когда краска высохнет, останется красивый мерцающий эффект. Все-таки подчеркивая Новый год, Новый год, он такой, все блестит и сияет. И прямо кисточкой наношу опять-таки там, где считаю нужным. Вот хочу немножко здесь картинку закрыть, сделать как бы новогоднее окно, немножко крышку добавить, немножко внизу. То есть опять-таки, как вы считаете нужным. Совсем чуть-чуть или хорошенько закрыть снегом. Это уже дело вкуса. Так, приступим. Вот. Мы ее, скажем так, заснежили. Я хотела немножко добиться эффекта заснеженного окна. Девушка у окна готовится к встрече Нового года. И бутылочка уже получилась достаточно насыщенная, яркая, нарядная. Поэтому лишнего декора уже здесь не нужно, опять-таки, по моему мнению. Поэтому я только легонечко подчеркну крышечку такой декоративной ниточкой, жгутиком таким декоративным. Совсем легко, просто такая небольшая приятная деталь. Мы завершили первый видеоурок, задекорировали, украсили самый главный напиток новогодней ночи. Вот такая прелесть у нас получилась. У меня была задача украсить именно в таком стиле с использованием этих картинок шампанское. С вашим участием я завершила свою работу, что очень приятно. Но вы, конечно же, можете украшать по своему усмотрению, подбирать другие картинки. От этого будет меняться и декор вашей бутылочки. Вы можете использовать структурные пасты различные.
Можете использовать кракелюры и поталь, делать более помпезные, да, какой-то декор. Это уже все от вашего желания или от желания вашего заказчика зависит. Можно сделать совсем брутальную, сдержанную бутылочку в подарок мужчине, например. Вот грядущий год тигра, и можно сделать такую более строгую, да, мужской вариант декора бутылки. Поэтому творите, фантазируйте, создавайте свои шедевры. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы захотите что-то уточнить, пожалуйста, оставляйте свои комментарии под видео. Я с удовольствием отвечу на любой ваш комментарий, на любой вопрос. Всегда буду рада вашему вниманию. Дорогие рукодельницы, подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет очень много интересных видеоуроков, познавательных, я надеюсь, для вас. И следующим уроком, следующим видео будет также продолжена тема новогодних праздников. Я покажу, как декорирую новогодний шар. Это будет интересно, подробно. Буду рада встрече с вами. Давайте творить вместе.